Привет, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня я расскажу вам историю. Это вторая часть истории о коньке-горбунке. Если вы еще не смотрели первую часть, то смотрите здесь или здесь. Но не забудьте, друзья, если вы любите изучать русский через такие истории, а я видел по статистике, вы любите, то через несколько недель, в конце июля, я открываю мою школу, и первые классы уже есть. Вот здесь информация, вы видите расписание, больше информации будет в описании. Успевайте. Сейчас хорошая цена, лучше такой цены не будет. Заваривайте себе чашечку кофе или чая, садитесь поудобнее и давайте вместе смотреть, как же будет Иван справляться с историей, с этой царевной. Итак, как вы помните, в прошлый раз Иван, он принес жар-птицу царю. Но царю было мало, его прихвостень сказал: «А Иван знает, где живет красивая царевна». И царь сказал: «Иван, ты давай иди и принеси мне эту царевну, а если не принесешь, то твою голову с плеч». Иван, как всегда, плачет, думает, что же мне делать, да. Вот он плачет здесь. Вот он плачет, думает, что же мне делать, конек? А конек говорит: Иван, ты не плачь, я знаю, что делать. Возьми шатер, да? Шатер — это как такая большая палатка, да? Мы говорим шатер. Вот. Такой красивый шатер. Вот. Возьми шатер, возьми что-нибудь сладкое, может быть, фрукты или ягоды, или возьми мед, да, вот он может быть как мед, как у Винни-Пуха, да, у него есть мед. Здесь написано мед. Вот так. Возьми мед, возьми фрукты и шатер. Так он и сделал, взял мед, взял фрукты, и они побежали к морю. Побежали к морю. Когда они бежали, очень было далеко, и Иван такой: ох, какое красивое море. Но, конечно, они не бежали, они летели, потому что конек-горбунок, да, он умеет летать. И Иван держит его за его длинные уши. Вот. И затем, когда они пришли к морю, это место, куда всегда приходит эта красивая царевна. Тогда Иван, он поставил шатер, да, он положил туда вкусные фрукты, может быть, вино, мед, да. И вот они здесь устроили такую засаду так, да, то есть они готовятся поймать ее, когда она сюда придет. Вот. А эта царевна, она уже плывет, потому что это ее любимое место. Она всегда сюда приплывает, и тут она отдыхает. И когда она приплыла, она увидела шатер, ей стало интересно, она зашла в шатер и ела вкусные фрукты, и начала играть красивую музыку на гуслях. Да, гусли — это такой инструмент. Ой, так, это надо оставить. Вот, она приплыла, и у нее есть гусли. Вы видели, у меня на картинке тоже есть гусли, да, это вот какая-то такая интересная штука, вот так она выглядит, типа того. Здесь как есть это как такая гитара, я бы сказал, прообраз. Но играется на ней обычно руками. Вот так играют на ней. Вот. И играет она на гуслях, а Иван слушает, и так красиво. И все животные слушают, и Иван, он уснул. И вот
Она ушла. Потом конек приходит: Иван, ты чё? Ты чё спишь? Он: ой-ой-ой-ой, я проспал. Ну что делать? Стали ждать второй день. Вот. И на второй день, когда она пришла, вот, то Иван уже был готов. И он не давал себе спать. Да, но за ними наблюдали. А кто наблюдал за ними? За ними наблюдало солнце и наблюдала луна. Вот. А дело в том, что солнце – это брат этой девицы, а луна – это ее мама. Да, это необычная девица. Вот. И когда она играла снова, то Иван схватил ее за волосы, вот так. Да, он схватил ее и говорит: «Стоп, девица, никуда ты не уйдешь. Теперь ты будешь жена царя». Но девица сказала: «Ой, ну что же, какой ты сильный, хорошо, пойдем к царю. Но чтобы я стала его женой, он должен найти для меня перстень». Перстень – это как кольцо. Такое кольцо, и тут есть камень. И это такой красивый камень, он светится, да, вот так. Да, то есть это кольцо надевают на палец, вот так, и он такой светится, красивый перстень. Вот. И она говорит: да, я буду только его женой, если он найдет мне перстень. Но я поеду с тобой. Вот. И она поехала вместе с Иваном в город. И она рассказала царю про ее условия. И царь такой: ну что же ты такая красивая, я тебя люблю, давай завтра жениться. Она такая: стоп. Я сказала тебе, царь, сначала перстень, потом женимся. Понимаете? И тогда царь говорит: Иван! Он позвал Ивана, вот, и говорит: Иван, иди к морю и ищи там перстень. Даю тебе 3 дня. Иван снова плачет, говорит: ох, бедный мой конек. Опять меня царь отправляет на задание. Он такой: все будет хорошо, пойдем вместе. Вот. Они вместе опять снова полетели к морю, летят через весь, как сказать, через разные поля, через разные леса и подлетают к морю. Тут такое красивое море, разные города стоят здесь. Вот. И сначала у моря они видят большую чудо-юдо рыбу-кит. Да, это чудо-юдо. То есть это не обычная рыба, это такая очень странная большая рыба. А на рыбе этой, на этом большом ките, да, мы говорим, это кит. Ой, так, что происходит? Да, кит. Я могу написать вот так, да, это кит. И на нем живут люди, а люди не знают, что это кит. Вот, они построили себе деревню, они себе выращивают овощи, пахают тут поле, да, у них тут лес есть, еще коровы. А кит этот плачет, потому что он хочет плавать, но он не может плавать, потому что люди живут на нем. И Иван его видит, говорит: «Эй, кит, что с тобой случилось?» Он говорит: «Вот, Иван, на мне люди живут. Я не знаю почему, уже 10 лет на мне живут». Иван говорит: «Не переживай, я пойду спрошу у солнца и луны». А потому что царевна, она сказала, что она хочет, чтобы он передал привет луне и солнцу. Вот. И тогда Иван отправился дальше искать луну, искать солнце. Вот. И когда он пришел к луне и к солнцу, да, там был такой дом, в котором они жили. И, то есть, помните, солнце – это брат этой царевны, а луна – это ее мама. И Иван рассказал луне про ситуацию с царевной, и она сказала: нет, она не может выйти замуж за старого, только за молодого.
Вот. И тогда Иван спросил, а что случилось с этой рыбой? Чудо-юдо, рыба-кит. Она говорит, ну так 10 лет назад он проглотил, да, проглотил 30 кораблей. И это его наказание. Когда он выпустит эти корабли, тогда он будет свободен. Вот, такие дела. Он идет назад к этой рыбе, да, и он рассказывает ему ситуацию, говорит, вот, если ты выпустишь корабли, то тогда ты будешь свободен. И кит такой, хорошо. Тогда Иван с коньком быстро бегут по этой деревне, которая на ките, и кричат, люди, собирайтесь, сейчас будет кит уходить под воду. И люди, ой-ой-ой-ой, берут все свои вещи, берут детей, и быстро-быстро из этой деревни они все да, уходят, потому что он жил как у земли, поэтому они к нему заходили, как они думали, это остров или полуостров, да, вот. И после этого кит открывает его большой рот, и изо рта выходят целые 30 кораблей, и на этих кораблях красивые молодцы, которые поют песни там «Ой, как море, море наше, для чего ты нас ла-ла». Я не знаю песню, я просто придумываю. Но там была песня какая-то в мультике. Вот. И после этого он говорит, ой, спасибо тебе, Иван, как я могу тебе помочь? Вот. И он говорит, чудо-юдо, рыба-кит, мне нужна помощь. Я ищу перстень, да? Помним, перстень — это как кольцо, да? Перстень, вот. И этот перстень, он на дне океана. То есть дно — это у нас есть как, например, если это океан, то на самом дне здесь лежит где-то перстень, да, здесь. То есть здесь это вот верхушка океана, то есть дно на дне. Он говорит, хорошо. И тогда он, как этот чудо-юдо рыба-кит, а его другие рыбы, они слушают, потому что он их как царь-рыба. Вот. И он говорит его, как сказать, прислуживающим, нет, его, он говорит его подданным, значит, те, кто под ним. Вот. Сначала пришли две рыбы, это осетр, эти такие рыбы. И он говорит им, итак, дайте мой царский указ, чтобы все искали, где находится перстень. Вот. И эти рыбы-осетр, они спускаются вниз, здесь рак сидит, акула, это такая, видите, у них там свой морской мир. Он делает указ. Да, указ — это как закон, значит, что все должны делать так. И все в море рыбы начинают искать, где этот перстень, где он. Все море обыскали, не могут найти. Но потом они говорят, есть один ёрш, да, вот это ёрш. И он, как сказать, хвастался, да, хвастаться значит так, ха-ха-ха, я-то знаю, я-то знаю, где находится этот перстень, но я вам не скажу, не скажу. Тогда чудо-юдо рыба-кит говорит, так, скажи-ка моим дельфинам, чтобы они нашли этого ерша и привели ко мне, и чтобы он сказал мне, где находится перстень. Вот. И тогда он отправляет дельфинов полицейских. Они по всему морю ищут ерша, находят его. Они такие, ха-ха, попался, маленький подлец. Он такой, что такое, я ничего не знаю. Вот. Приводят они его, значит, к царю, да, к рыбе. И он говорит, где находится этот, как сказать, перстень. Но перстень, он был в ларце, то есть в сундуке. Вот, это сундук. Да, перстень находится в сундуке, то есть и тогда рыбы, они берут этот сундук, эти осетры, да, и приносят его
к чудо-юде рыбе-киту. Вот. И он вытаскивает ее на берег. И говорит Иван: «Спасибо тебе, рыба-кит!» Он говорит: «Спасибо тебе, Иван, теперь я свободен». И он уплывает под воду. И вот Иван видит, что это очень тяжелый этот сундук, этот ларец. Тогда конек берет, забрасывает его на спину на себя, и поскакали. Тык-тык-тык-тык. Приходят они к царю. Царь говорит: «Вот, наконец-то ты, Иван, молодец, нашел мой ларец». Приходит, открывает ларец, там маленький ларец, открывает другой, там еще ларец, да, то есть у них много ларцов. Вот, давайте посмотрим, как это выглядит. Вот, то есть у них здесь один ларец, да, они его открыли, там другой ларец поменьше, а там еще третий, маленький. И вот в маленьком находится перстень, да, вот он. И потом он дает этот перстень принцессе, этой царевне, и говорит: «Ну что ж, теперь-то ты будешь моя жена». Да, он такой: «Ой, я тебя так люблю». Она говорит: «Да, я бы, конечно, могла, но ты старый. И как я могу такого беззубого, такого плешивого любить?» Он такой: «Ну что ж, я же не могу стать молодым, это невозможно». Она говорит: «Возможно. Что тебе надо делать?» И она рассказывает ему: «Тебе надо подготовить 3 котла». Да, котел — это как такой большой, не знаю, как это называется, кастрюля такая большая, да, чтобы сделали 3 котла. Вот, вот у нас первый котел, второй котел, да, и вот третий котел, да, 3 котла. И в первом котле, чтобы была вода холодная, да, здесь холодная вода. Вот. Во втором котле будет горячая вода, да, горячая. А в третьем котле будет молоко, горячее молоко, да. И она сказала: «Ты должен будешь искупаться, то есть как нырнуть, сначала в этот котел, потом в этот котел и потом в этот. И тогда ты станешь молодой». А он думает: как я в котел с горячим молоком? Там, то есть, понимаете, здесь огонь, да? Здесь как огонь такой. Да, будет огонь здесь, вот. Здесь тоже огонь, да? А здесь холодный. Он же умрет. Горячая вода. Тогда, конечно, наш царь, как всегда, при помощи его слуги, говорит Ивану: «Иван, ты должен будешь это сделать первый. Посмотреть, вдруг я же царь, я не могу умереть, а ты будешь первый, мы посмотрим». Делать нечего. Иван понимает, что ему будет конец. Вот. И в это время слуги, они готовят 3 котла. Вот эти 3 котла уже здесь. Иван плачется последний раз с коньком-горбунком. Говорит: «Горбунок, это конец, все. Это был последний раз, наше последнее приключение. Спасибо тебе за все». Конек говорит: «Да ты не переживай, Иван, все в порядке будет. Я ведь подую на каждый из этих котлов. И тогда, когда я подую на 3 котла, то ты потом сможешь искупаться, и все будет хорошо». И он такой: «Ну ладно». И вот конек-горбунок подул на 3 котла, и тогда Иван, он начинает нырять, да? Сначала в первый котел, потом во второй котел, и потом в третий котел, да? Вот. И потом из 3 котлов, так, я думаю, наоборот. Давайте поменяем. Я думаю, здесь, да, есть огонь. Сначала в молоко горячее, потом в горячую воду, а потом в холодную воду. Вот. И когда он это сделал, он нырнул, и он оказался жив. А когда он вышел из котла, вы только посмотрите. Но ведь это ж молодец,
красивый, молодой, очень хорошо одет. Царь думает: ух ты ж, ёкарный бабай! Так, все, я тоже хочу быть молодой. Снимает с себя всю одежду и бежит быстро купаться. А в это время Иван и царевна, они уже смотрят так друг на друга. Привет, привет, ты кто такая красивая? А он такой, а она такая, а ты кто такой красивый? То есть они уже строят планы. И царь такой: ну, погодите, сейчас вот я выйду, я буду такой молодой, такой красивый. Но ведь конек-горбунок, он не дул на 3 котла, когда царь туда прыгал. Он не да? Не дул. И все. Когда царь прыгает в котел, все, он умер. Он там сварился в горячей воде. Ну, а делать нечего, конечно, жалко царя, но он был жадный, да, он использовал Ивана, поэтому по делам ему. А Иван вместе с царевной на коньке-горбунке скакали вокруг, и люди бросали им шапки: «Ура! Ура!» И они приняли Ивана за их нового царя, да. И в этот же день они обвенчались, то есть они поженились. Вот. И был пир на весь мир. А Иван и конек остались хорошими друзьями. Вот. И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Конец. Это все на сегодня. Спасибо, друзья, что смотрели мое видео. Я очень вам за это благодарен. Скажите мне, а что бы вы сделали, если бы у вас был конек-горбунок? Пишите в комментариях об этом. Отдельное спасибо всем моим патронам на Патреоне, кто меня поддерживает там, а особенно таким людям, как Мелисса, Брюс Ли, Алекс, Андрея, Джефф, Джош, а также Майкл и Кайл. Если вы тоже хотите поддержать мой проект, переходите на Патреоне и, конечно, становитесь студентами нашей школы Russian Storytellers, русские сказочники. И тогда вы можете улучшить ваш русский очень быстро. Ну что, друзья, до скорого и пока-пока!